Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Евгения Ващенко, и наш канал «Семейный Handmade». Продолжая пасхальную тему, предлагаю сделать яркую и неординарную картину в стиле поп-арт. Такой декор, конечно, на любителя и будет хорошо смотреться далеко не в каждом интерьере, но он точно добавит индивидуальности вашему праздничному оформлению. Нам понадобится 4 одинаковых лотка на 20 яиц, акриловые краски и контуры, бусины, картон и термоклей. Рисовать мы будем на тыльной стороне лотков, то есть на той, которая более фактурная и выпуклая. На каждом лотке рисуем контур яйца. Трафарет можно скачать под этим видео. Раскрашиваем картины в желто-зеленые цвета в 2-3 слоя. Можно использовать чистую желтую и зеленую краску, а можно намешать те оттенки, которые вам больше понравятся. Я, например, для желтого цвета смешала белую, золотую и желтую краску, а для зеленого белую, золотую, желтую и зеленую. Золотая краска в данном случае выступает в роли хамелеона, то есть в зависимости от угла падения света цвет будет изменяться. Учтите, что если вы будете смешивать оттенки, то вам необходимо сразу приготовить столько краски, чтобы хватило на всю картину, то есть на все 4 лотка, так как сделать 2 абсолютно одинаковых замеса просто нереально. Заднюю сторону лотков раскрашиваем в темно-зеленый цвет. В процессе работы у вас должно получиться 2 лотка с желтыми яйцами на зеленом фоне и 2 лотка с зелеными яйцами на желтом фоне. Для дальнейшего оформления картин нам понадобятся контуры. Я использовала контуры по стеклу и керамике фирмы Decola. В принципе, весь процесс работы хорошо виден и в дополнительных комментариях не нуждается, поэтому я просто расскажу немного о контурах. Именно контурной росписью в классическом понимании я не занимаюсь, но использую контуры в своей работе очень часто, поэтому контуров у меня много, они разных цветов и разных производителей. Но предпочтение всегда даю контурам по стеклу и керамике и чаще всего именно контурам фирмы Decola, просто из-за соотношения цена-качество. Ими я работаю по любой поверхности – бумага, дерево, стекло, пластик. Они густые, хорошо формируют точку и держат форму, не растекаются и отлично держатся на абсолютно любой поверхности. Это ни в коем случае не реклама, а всего лишь мой отзыв о материалах, с которыми я работаю. В этом мастер-классе я использовала следующие цвета контуров: бронза, мятный, оранжевый, золото, лимонный, зеленый, медь, лайм с золотыми блестками и черный. Контур старайтесь держать под углом в 30 градусов к поверхности, на которой работаете. Давите на тюбик с одинаковой силой и не забывайте периодически вытирать носик. Тогда точки будут получаться ровными и одинаковыми.
Для приклеивания полубусин и бусин я использовала прозрачный клей-гель Момент. Также подойдет и любой прозрачный полимерный клей. После того, как все яйца задекорированы, фактуры фона всех картин я выделила золотой краской с помощью сухой кисти. Края картины сначала затонировала черной краской, а затем приглушила золотой. Осталось собрать все части воедино. Для этого нам понадобится картон. У меня переплетный. Вырезаем квадрат 20 на 20 см и 4 прямоугольника со сторонами 5 и 20 см. Их можно сделать и длиннее, но у меня был только такой размер. Раскрашиваем все картонные заготовки с одной стороны в золотой цвет и тонируем края черной краской. Удобнее всего собирать картину следующим образом. Сначала выкладываем все части так, как они должны располагаться в конечном результате, на ровной поверхности картинкой вверх. Затем переворачиваем тыльной стороной, не меняя и не переворачивая части вверх тормашками. Теперь выравниваем расстояние между всеми составляющими. Находим центр картины и приклеиваем термоклеем картонный квадрат точно так же тыльной стороной вверх. На равном расстоянии с каждой стороны от квадрата приклеиваем прямоугольники. Ждем полного остывания клея, и только после этого можно перевернуть картину и посмотреть на результат. Я закрасила тыльную сторону картона, но можно это и не делать. Приклеиваем петельку для подвеса, и наш арт-объект готов. Ставьте лайки, если мастер-класс был полезен, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем хорошего настроения и до скорой встречи! Пока-пока!